Привет, мои дорогие! Ну, как обычно, на выходные дни немного новостей выпадает. Ну, не на все, конечно, выходные. Ну, днем было их побольше, уже к вечеру их стало меньше. Но есть позитивные новости на самом деле. Первое, это то, что ВСУ уже сдаются в плен. Я вам даже покажу кадры. Пару секунд дальше в Телеграме смотрите. Конечно, они все всегда рассказывают, что их бусифицировали. Ну, вы сами знаете, бусифицировано видно сразу же. Он неаккуратненько побрит, да, как вот этих вот нациков. Видно, ну, российские солдаты быстро разберут, кто из них кто. Ну и вторая хорошая новость, это то, что Евроклир начал размораживать активы россиян без лицензии ОФАК США. Теперь разблокировка активов возможна без участия американского регулятора, если в транзакции не участвуют лица из США. Активы перемещаются внутри Евроклир, а у инвестора есть лицензия казначейства Бельгии. То есть деньги будут отдавать теперь России маленькими кусочками, потому что они себе, ну, именно в Евроклире придумали, что если там не было американской стороны, то значит туда и не распространяются санкции. Так что отлично, отлично. Еще хочу сказать хорошая новость для всех нас, что у нас все больше подписчиков смотрят все видео. То есть у меня есть статистика, да, сколько там смотрит с подпиской, а сколько смотрит без подписки. Вот сейчас уже 57% смотрит с подпиской. Дорогие мои, те вот 43%. Давайте нажмем все-таки кнопочку. Давайте, ну я же не зря тружусь. Давайте, ну прожмите вы уже эту кнопочку. Сдавайтесь уже, сдавайтесь, дорогие мои. Поехали. Хотел уже вам показать вот это милосердие, эти кадры. Но я быстро, потому что могут заблокировать видео. И это очень плохо. Тут нет стрельбы, ничего. Просто он раненый вот такой вот лежит. Они ему задают вопросы, его там укололи, у него что-то там перебито, или хребет, или что-то перебито. Вот у него все болит, они его укалывают. Это милосердие, о том, о котором говорил непосредственно сам Путин. Вот они там, ну, не допросы ведут, а именно спрашивают, как тебя взяли, там, тролливали, все остальное, там, бусифицировали или нет. Ну, конечно, он рассказывает, что его бусифицировали. А вот непосредственно сами пленные, которые уже начали сдаваться. Видно там, если увеличить, у меня есть эта фотография в Телеграме. Подписывайтесь туда, в Телеграм. Ну, работают 3 администратора, которые постоянно мониторит все, что происходит сейчас, особенно на Покровском направлении и так далее. Так что вы увидите здесь по аккуратной бороде, кто есть кто на самом деле. Потому что, ну, вот этих бусифицированных они за людей не считают, вот их и видно, да, у них там и форма другая и так далее. Хотя уже доказано, что пленные с любой стороны выглядят не очень аккуратно. Вот. Но в любом случае, украинские военные, окруженные в Покровске, начали сдаваться в плен, пишет Минобороны России. Убегают только, как я и говорил, нацики, дорогие мои. Второе, еще хочу вам тоже рассказать интересную новость. Кучма вылез. Вылез. Потому что, я вам скажу, это все сопоставимо. Кучма, я уже говорил, да, что Зеленский это выродок Кучмы. И Кучма сейчас вылез только потому, что Залужный начал наступать. И вся та риторика, которая идет от Зеленского, воевать до конца там, и так далее, все то же самое один в один повторил Кучма. Я взял просто одну определенную цитату, он на BBC давал интервью, там, текстовое интервью. Но в любом случае вы сейчас поймете от этого кусочка, кто есть кто. Во время, это задают ему вопрос, во время президентской кампании 2019 года Зеленский обещал, что не станет баллотироваться во второй раз. Однако сейчас немало наблюдателей считают, что в его планы входит участие в выборах, которые должны пройти после окончания боевых действий. На что Кучма отвечает: я не знаю, что он решит. Знаю лишь, что Украине и после войны пригодится его авторитет, понимаете, да, мирового уровня. Не знаю, какое именно, но у Зеленского большое будущее. Могу предупредить Владимира только о том, что он наверняка и так прекрасно понимает, мир не будет легче, чем война. Представляете, да? Вот именно посыл этот сам. Там много фраз, где вы найдете пересечения. Я могу выложить его. Но зачем мусорить, я имею в виду, у нас в Телеграме, там большая статья.
Я просто пробежался и вижу везде просто... Везде вот именно то, что касается Кучмы. Воевать до конца, границы и так далее. Зеленский самый лучший. И много вот именно такое. То есть видно, чей это выродок, можно так сказать. Видно сразу же. Я вам сразу же говорил, что те методы, которые сейчас вот, по отношению к гражданам Украины, ненависть по отношению к гражданам Украины, это ублюдское поведение, вот эти ТЦК и все, что с этим связано, это Кучма. Я уже это говорю уже 2-й или 3-й год. Это вот этот вот мусорской его вонючий режим кучмовский, вот он весь. ТЦК, СБУ и все остальное. Кучма, вот именно запах вонючего старого гнилого Кучмы. И оно вот вылезло защищать Зеленского. А я вам уже давно говорил о том, что вся вертикаль строится изнутри. Ну вот оно и вылезло спасать свое это чучело зеленое. Так что так. Силы Азова отказались идти на прорыв блокады Покровска, несмотря на полученный приказ. По информации профильных ресурсов, в попытке деблокировать гарнизон ЗСУ уже потеряны несколько элитных подразделений ГУР и армии. Так что они лучше будет там где-то, вот этих вот, которые там СЗЧшников ловить, да, там в каких-то клубах биться, чей-то бизнес отжимать, да, там или еще что-нибудь крышевать. Также сегодня интересная новость тоже поступила, что Сырский пообещал, сказал всем тем, кто находится сейчас в окружении, держаться, что он в течение 10 дней нагонит туда огромное количество, и они уже начали снимать там с Харькова, да, оттуда начали снимать с Сумской по 1000 солдат, туда именно на Покровское направление. И он сказал, что им нужно будет продержаться 10 дней. Но те, которые сдаются в плен, рассказывают о том, что у них ни еды, ни каких-то там боеприпасов, ничего, ни провиантов и много 300-х. Как вы видели, вот там разговор был, диалог с 300-м. Он есть у меня в Телеграме, можете там посмотреть. Потому что я сюда не могу выкладывать его, дорогие мои. Поэтому как-то так. Вот. Так что они сдаются и сдаются не зря. Ну и мы заметили, да, все, что Трамп немножечко притух. Вот именно притух немножечко. Во-первых, то, что та ситуация, которая в Покровске, это когда ему просто взяли язык, знаете, и держат левой рукой, а правой бьют ему в морду за того тигра бумажного. Сейчас ему вот эту вот бумагу с этим бумажным тигром наматывают на одно место. Ну, он сегодня уже нападал на нигерийцев, ну, это уже вчера, что они там... Ну, короче, ему надо, знаете, это какое-то такое маргинальное быдло, которое ходит там, кого-то вечно запугивает. Китай ему дал отворот-поворот, Япония ему там вот эта вот малышка японская натянула ему на лицо там кое-что, и везде рыжего не воспринимает никто. Ну, это не воспринимает. Ну, и тут еще и ядерные успехи, и разработки, и технологии со стороны России, дорогие мои. Россия продолжает демонстрировать врагам расширенные возможности глобального ядерного удара. Спущена на воду новейшая атомная подводная лодка «Хабаровск», предназначенная для решения задач флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств. Она может нести сразу же 12 посейдонов, атомных ядерных торпед, способных поражать цели в любой точке мирового океана. Министр обороны Белоусов подчеркнул, что Хабаровск позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в разных районах Мирового океана. Кстати, там в Венесуэлу там прилетел еще один Ил-76. Также был представлен патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин». Он предназначен для деятельности в ледовых условиях Арктики как самостоятельно, так и в составе корабельных группировок Северного флота. Россия на днях провела испытания Посейдона, а также крылатой ракеты на ядерном двигателе «Буревестник». Ну, ядерные двигатели в Посейдоне тоже, если кто не знает. Он и там находится.
Так что, дорогие мои, у Трампа сейчас такая задача. Он такой, все, ну давайте, вот это вот его показушничество, давайте мы тоже будем там взрывать, проводить эти все испытания и так далее. Так, хочу показать вам, что там же говорят, что ничего нет, никого, российских солдат нет. Ну вот они в депо. Это депо в Покровске, где сейчас, куда сейчас проходят российские войска, дорогие мои. Так, чтобы уши кто-то там на пропаганду не раскидывал, а видели сразу же, что происходит. Это депо, реально. Кто там жил в Покровске, тот знает. Ну и вы помните историю с адвокатом, который пролетел мимо блокпоста, ну, имею в виду приграничного, и залетел туда из Берегова прямо в Венгрию. Вот уже все. Блокпосты уже. В Закарпатье уже начали выставлять блокпосты в районе, я вам сейчас прочитаю в каком, Косино и Мукачево. После побега военнослужащего ЗСУ через границу на Закарпатье на пунктах пропуска начали срочно устанавливать бетонные заграждения. Их выставили прямо на полосах движения и обмотали бело-красной лентой, чтобы никто не перепутал блок со въездом в ЕС. Внутри теперь все выглядит как импровизированный блокпост военного времени. Только это официальный пункт пересечения границ, отметил местный журналист Глагола. Быстро среагировали, теперь вот такой прецедент они будут быстренько удушивать. Ну и Зеленский, конечно же, хочет замылить глаза украинцам, рассказывая о том, что он запустил программу, называется «Укрзалезница 3000», которая позволит каждому бесплатно путешествовать по Украине на поездах на расстоянии до 3000 километров. Особенно мужчинам призывного возраста. Я говорю, там уже будет, я уже у себя писал, там будет рекрутинговая компания Минобороны Украины, да, работать. И бесплатно будет продолжать незабываемое путешествие туда в сторону нуля. Так что можете воспользоваться, дорогие мои, как хотите. Ну и тоже интересный звоночек со стороны Финляндии. Оказывается, в Финляндии тоже есть нормальные, адекватные люди. Член финской партии Альянс Свободы Армандо Мема, да, Армандо, ничего себе такое, это же не финское имя Армандо, это испанское имя. Мирный план ЕС. Россия должна выплатить Украине 200 миллиардов евро. ЕС хочет наказать Россию в рамках мирного плана. ЕС продолжает действовать с позиции морального превосходства, поэтому мир невозможен, пока мы не перестанем быть высокомерными. Эта война полностью спровоцирована и организована Западом. На самом деле Россия никогда бы не устроила подобный инцидент на Украине, если бы Минские соглашения соблюдались. Мы имеем дело с очень умными людьми, но, к сожалению, русские не могут сказать того же о нас, о европейцах, поскольку мы продолжаем вести себя глупо. Россия также может потребовать от Европы 200 миллиардов евро компенсации, поскольку мы продолжаем финансировать войну против них. Я думаю, это то же самое будет, как с немцами. Немцы же выплачивали репарации. Я еще маленький был, нам давали такие, ну, домой приносили рюкзак там с тем, с какой-то там немецкой и колбасой солями, которая была соленая такая, до ужаса просто. Ну и вот сегодня The Economist вышел с такой обложкой, называется «Европейские возможности». То есть все возможности это только давать бабки и больше ничего. И то у них нет этих бабок. Ну и вот, как видите, трубочки для того, чтобы Зеленский нюхать мог. Есть вместе с этими же европейскими лидерами. Так что так. А вы, украинцы, воюете, погибаете и так далее. Ну и вот как раз то, что по поводу Сырского. В Генштабе боятся, что отступление военных без приказа обвалит фронт внутри Покровской воронки и пойдут массовые сдачи в плен. Они уже пошли, дорогие мои. Сейчас Сырский обещает полевым командирам помощь, просит продержаться неделю, а там придет помощь. Главком перебрасывает из Харькова и Сум несколько тысяч военных, но резервов катастрофически не хватает. Генштаб требует объявить всеобщую мобилизацию. Да, думаю, не поможет сейчас им вообще ничего. Ну и вот тоже интересная статья по поводу томагавки.
томагавков. И то, что вот там со мной спорили, что откуда ты знаешь, ты же говорил, что они в Украине. Да, вот пишут, что могут быть уже на территории Украины, говорят российские разведывательные круги. Источники рассказывают, что именно с этим связан появившийся сегодня, ну это уже позавчера, да, в CNN вброс о том, что Пентагон якобы одобрил поставки данных крылатых ракет. В реальности же мы понимаем, что происходит. Идет кампания по легитимизации поставок томагавок Киеву. Трамп не будет признаваться в прямых поставках, все замаскирует под то, что США отдали ракеты Европе, а уже в ЕС решили отдать их Зеленскому. И Трамп как бы не при делах. Более того, согласно нашим данным, ракеты уже находятся на украинской территории, куда они были перенаправлены из Польши. Весь вопрос в том, когда и как киевский режим решится применить это оружие, говорит связанный с СВР влиятельный российский военный аналитик. Ну, что я могу по этому поводу сказать? Россия не зря сейчас демонстрирует то, чем они смогут вмазать. Это раз. Второе. Откроется сразу же Белорусский фронт. Это я вам гарантирую. После того, как томагавки полетят туда, сразу же. Потому что у Лукашенко сейчас завозят там достаточное количество ракет. И будут резать, мне кажется, туда, по Житомир, по самый Житомир. Может, по Ровно будут резать. Но в любом случае, хорошо не будет от этого. Зеленский же уже не один раз говорит, что у них там есть дальнобойные цели. Начинает рассказывать про ракеты «Фламинго», еще про какой-то там понос несет. Да, там, что они орешники там сбивали и все остальное. Все, что с этим связано, дорогие мои. Опять же, неудачи на фронте, им нужно что-то где-то вмазать. Трамп притихший. Вы знаете, как они делают? Проведут эту спецоперацию какую-нибудь вот с этими же паутинами или тем. И потом на весь мир крик, пердеж и все. И брызги этого поноса летит там просто по всем экранам, по всем телеграммам, везде. Но, хочу сказать одно но. Фронт от этого не меняется. Ничего из этого не влияет на фронт. А то, что происходит на фронте, мы видим это. Я вам сегодня, точнее вчера днем читал именно все сводки с фронта. Нет успехов у Украины. И у них уже силы обороны называется. Так что так, дорогие мои. На этом у нас все. По поводу доченьки уже в коляске. Уже сегодня смеялись с ней. Вот первый ее транспорт, который она управляет самостоятельно. Но это всего лишь смех для того, чтобы поддержать ей настроение. Она уже такая не унывшая. Нормально, все хорошо. Поправляется ребенок. Спасибо вам, дорогие мои, всем вам за ваши молитвы, за вашу помощь, за все, дорогие мои. Подписываемся обязательно, кто не подписан, чтобы показатель рос. Подписчиков, я имею в виду, которые смотрят видео. Всех обнял.